Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие вещи опасно брать и отдавать из рук в руки. Как, беря в руки такие вещи, вы можете лишиться в один момент и денег, и здоровья. Давайте, друзья, с вами далее более подробно во всем этом будем разбираться. Любая вещь в нашем окружении обладает своей энергетикой, и во время того, как мы взаимодействуем с ней, мы тесно переплетаем наши энергии. Есть предметы, которые портят энергетический фон дома и энергетику человека, а есть наоборот вещи, которые притягивают потоки положительных энергий, помогают приумножить то все хорошее, что есть в жизни человека, и тем самым укрепить его энергетику. Очень важно уметь окружать себя только правильными и нужными вещами, так как от этого напрямую зависит уровень вашей жизни, количество светлых энергий, которые будут к вам поступать. Немаловажным является и то, что нужно уметь вовремя избавляться от старых, потрепанных и ненужных вещей, ведь такие вещи способны притягивать негатив в больших количествах, приумножать его и даже перекрывать поступление светлых энергий в нашу жизнь, из-за чего могут в ней начинаться проблемы как личного характера, так и финансового. Это может нарушить общение между вами и близкими для вас людьми. Поэтому нужно вовремя обновлять посуду в доме, ведь от этого зависит изобилие всего того, что будет приходить в ваш дом. Очень важно знать и уметь соблюдать все правила, учения, которые передавались годами, для того, чтобы уберечь нас от всего плохого, на что может повлиять неправильное обращение с вещами. Нельзя ни в коем случае давать свои вещи другим людям, так как таким действием вы не только отдаете им свою энергетику, так сказать, в пользование, они могут забрать у вас все то, чего у них нет, а вам передастся пустота. Вы не сможете ее быстро заполнить нужными энергиями, так как это очень трудоемкое и непростое действие, которое будет зависеть от силы повреждения и от ритуалов, которые вы будете использовать для помощи себе, даже когда вы исправите все энергетические повреждения. Избавитесь от негатива, который за это время к вам притянется, вам нужно будет потратить еще немало времени на то, чтобы вновь начать притягивать светлые энергии и окружать себя ними. Не стоит и вам одалживать чужие вещи. Даже если вам хочется что-то такое иметь в своей жизни и ощутить приятные эмоции, пусть и от временного появления данной вещи в вашей жизни. Но все же лучше выставить для себя правильные цели и начать следовать им. Пожелать, что вы хотите такую вещь, и подумать, что вам нужно для того, чтобы она скорее у вас появилась. А когда решите, начать действовать, ни при каких условиях не сбиваясь с выбранного пути. Правильная мотивация, усердие не останутся незамеченными Вселенной, и очень быстро вы получите такую вещь в свою жизнь, но без негативных последствий. С чужой вещью в свою жизнь вы можете забрать у человека его негатив, даже если это ваш близкий друг или родственник. Вы не можете полностью знать, что делается у данного человека в доме. Вы не можете чувствовать энергии, которая его окружает, и не можете знать, что он на самом деле испытывает по отношению к вам. Все эти энергии вы сможете ощутить только тогда, когда возьмете у данного человека какую-то вещь. Часто бывает, что такой вот простой и опрометчивый поступок кардинально меняет жизнь человека. От его прежней счастливой жизни, полной всего того, что у него было и что он не ценил, в результате не остается и следа. Поэтому не рискуйте, придерживайтесь правила, использовать в своей жизни только свои вещи и не смотреть на чужие. Если желаете что-то изменить, получить, действуйте. А когда вы стоите на месте, никогда не сможете ничего нового себе позволить. Мало кому известно, но вещи, которые попадают к нам в руки, своей энергетикой сразу начинают переплетаться с нашей энергетикой, устанавливая энергетическую связь и порой даже безобидным действием передав что-то из рук в руки. Мы можем причинить себе непоправимый вред, от последствий которого может пострадать наше энергетическое поле, а также и сама жизнь.
Так, например, ни в коем случае нельзя передавать из рук в руки лук. Его нужно класть на деревянную поверхность, а человек должен сам его брать. Иначе таким действием вы заберете у того человека, которому передаете лук, все его печали, грусть, обиды, слезы. А если у него на данном жизненном этапе есть моменты, которые его сильно огорчают, все это в течение 3 дней окажется в вашей жизни. А вот тревожить того, кому вы передали лук, перестанут. Если вам нужно сделать такое действие, и вы никак по-другому не можете сказать человеку, чтобы он взял его с поверхности, например, вы продавец в магазине или возникла еще какая-то непредвиденная ситуация, то после того, как передадите лук из рук в руки, 3 постучите по столу или по дереву, и после каждого раза проговорите такие волшебные слова: «Лук из рук в руки передаю, но чужие слезы и печали взамен не беру. Пусть каждый из нас при своих энергиях останется и с ними не расстанется». Стук по дереву поможет вам разорвать энергетическую связь с луком, а слова помогут сохранить свои энергии при себе. Нельзя брать и деньги из рук в руки. Таким действием вы, во-первых, нарушаете правила денежной энергии. Почему? Потому что вы показываете, что не готовы с ними правильно относиться. А во-вторых, если вам из рук в руки попадают деньги от человека, который всячески не желает с ними расставаться, который при этом испытывает сильную обиду и, возможно, даже злость, это перекроет поступление денежной энергии в вашу жизнь, чем притянет денежные проблемы. Они будут у вас пропадать сразу после того, как будут поступать, и это будет не зависеть от сумм. Если вы возьмете деньги таким способом от человека, который вам завидует, то это очень быстро приведет вас к безденежью. Нужда начнет ходить за вами следом. Придется брать кредиты, влезать в долги, чтобы хоть как-то решить эти проблемы. Но данные действия только будут усугублять ту ситуацию, в которой вы оказались. Поэтому лучше не рискуйте и деньги берите с поверхности. Точно так же их и отдавайте. Никогда, ни при каких условиях не берите долги, которые вам отдает человек из рук в руки, так как эти деньги очень быстро от вас утекут. А вот проблемы со здоровьем, депрессию вы точно приобретете. Если получается такая ситуация, что вам нужно отдать или взять деньги, а рядом нет никакой поверхности, используйте изгиб локтя, сумку и положите, и пусть человек возьмет, или то же самое попросите сделать его, когда будете отдавать, обязательно скажите такие слова: «Свое забираю, никакие долги не привлекаю, денежную энергию уважаю, а значит приумножаю». Это простое действие поможет вам не только сохранить свои деньги, но и сделать связь с денежной энергией более крепкой. Когда будете отдавать деньги, нужно сказать обязательно такие магические слова: «Только то, что должна была, возвращаю. Все свое при себе оставляю. Чужого не беру, свое не отдаю». Так вы не отдадите человеку, которому отдаете деньги, свои сильные энергии, и не заберете его, ведь они вам точно не нужны, так как с ними можно получить множество нехороших ситуаций и проблем. Не стоит передавать из рук в руки нож, ножницы, шампура, вилки, особенно направляя острием на человека или принимая такой предмет острием к себе, так как это разрушает моментально энергетическое поле того, на кого направлено острие, в буквальном смысле слова разрезая его. Такое энергетическое поле не просто будет восстановить, а восстановив, оно будет уже не таким крепким, как было ранее. Также в такой момент можно обменяться с человеком теми мыслями и пожеланиями, которые находятся в вашей голове. Другими словами, если вы или данный человек в данный момент думаете о чем-то негативном, то можете наполнить жизнь одного проблемами, бедами, что быстро притянет негатив, а значит будет влиять и на другие жизненные ситуации, которые могут быть связаны с любыми сферами жизни. Можно потерять работу, передумать воплощать прекрасные идеи в жизнь, так как будет казаться, что уверенность в собственных силах ушла. Можно не сделать и важный жизненный шаг, о котором придется жалеть уже всю последующую жизнь. Но исправить данную ситуацию уже никогда не будет возможности. Если получается
что нужно передать такой предмет, делайте это только правой рукой, а на левой в данный момент скрестите два пальца, мизинец и безымянный, проговорив при этом трижды про себя такие слова: «Мои помыслы чисты, потому негатив не излучаю, его и данному человеку не передаю, его помыслы не знаю, поэтому себя от его мысли защищаю, их не принимаю и свою судьбу не ломаю, биополе в целостности сохраняю». После такого действия вам не о чем будет переживать, но используйте данное учение только в особых случаях, так как негатив от острия на железе может быть очень мощный. Если из рук в руки будете передавать соль, а соль вы знаете, что способна впитывать моментально те энергии, с которыми контактирует, то вы можете забрать у данного человека все то, что его тревожит, отдав ему что-то свое положительное взамен. И чем лучше жизненный этап будет становиться у данного человека, тем хуже он будет у вас. Соль, сольничку передавайте только передвигая по столу. Или же предложите данному человеку самому все взять, так как это очень сильный энергетический проводник, и действия его могут быть очень непредвиденными. Если у того, кому вы передадите соль, будет сильное энергетическое поле, то соль свяжет ваше биополе воедино, и вы будете для данного человека служить как энергетическая батарейка, постоянно подпитывая его, благодаря чему он будет ощущать бодрость, энергетические приливы, ему будет хотеться творить, покорять вершины, а вы наоборот будете вялым, безэнергичным, у вас не будет сил при этом как физических, так и моральных. Если уж вы не можете отказать человеку в такой просьбе, то подайте соль двумя руками и при этом про себя скажите такие слова: «Только соль подаю, ей влиять на себя не позволяю, так как с ее помощью защиту для себя выставляю». Так вы обратитесь к соли за помощью и будете под ее защитой. Поэтому она не сможет произвести ни энергетический обмен, ни объединение биополей. Также обращаем ваше внимание, что нельзя давать и хлеб из рук в руки, так как таким образом вы можете лишить свой дом изобилия, а себя денежной энергии. Проблемы, которые после такого действия начнут у вас происходить, отберут у вас все то, что вы имеете. Поэтому не рискуйте, негатив от данного действия ликвидировать нельзя. Ставьте хлеб на любую поверхность левой рукой, и пусть человек сам его берет. Далее кольцо. Также не стоит передавать кольцо из рук в руки. Его можно либо надевать на палец, либо класть на поверхность, чтобы другой человек его взял. Если не придерживаться этого действия, вашу жизнь наполнят проблемы личного характера. Вы можете оттолкнуть энергию любви, взаимопонимания. В семье после такого действия могут начаться проблемы, скандалы, ссоры, что испортит кардинальное отношение между вами и может привести даже к разводу или же разрыву отношений. Если такое действие произошло по незнанию, сразу возьмите данное кольцо, положите на белую салфетку, сверху насыпьте щепоточку соли, зажмите в кулак в правую руку и подержите под проточной водой, медленно считая до 8. И при этом проговорите такие волшебные слова: «Соль негатив весь от действий вбирает, последствия не оставляет, вода все смывает, прочь убирает, негатив не распространяет». Когда время закончится, кольцо нужно вынуть, ополоснуть под проточной водой, оставшуюся соль смойте и салфетку выбросите в канализацию и также смойте. После такого вот простого действия данное кольцо не принесет вам вреда, а только счастье, положительные эмоции. Далее наденьте его и проходите в нем не менее 3 часов. В это время периодически прикасайтесь к нему и проговаривайте что-то хорошее от души. Если вы передаете человеку из рук в руки свои старые вещи, то знайте, что с ними вы даете ему и энергии, которые вас окружают, а также эмоции, которые эти вещи у вас вызывали. Поэтому нужно также класть пакет или сумку на пол, а человек пусть сам поднимает. Вы в этот момент проговариваете такие слова: «Энергии мои у меня, а с этими вещами всю связь разорвала, другому владельцу их передала. Пусть человеку новые положительные эмоции принесут, а мои при мне оставят». Так вы сохраните все, что у вас
вас есть положительная энергетика этих вещей обнулится, и они не привлекут к себе новую энергетику другого человека. Нельзя передавать и свои украшения, даже если вы хотите их кому-то подарить, либо же вам преподносят такой подарок. Пусть даже с добрыми намерениями. Не стоит ни вам отдавать свою энергетику, ни брать чужую. Поэтому, если вы отдаете, поддержите украшения под проточной водой и затем заверните в белую салфетку. То же самое попросите сделать и того, кто вам готовится отдать свое украшение. Таким образом, его энергетика сразу обнулится. А когда вы или тот, кому вы будете дарить свое украшение, возьмет его в руки, оно подберет энергетику нового владельца сразу же. Друзья, очень важная информация, поэтому используйте эти знания себе во благо. Помните о том, что продукты, вещи, предметы, которые находятся в вашем доме, они тесно с вами связаны. Поэтому всегда изначально думайте, с какими помыслами у вас кто-то что-то просит. Если в чем-то не уверены, сразу лучше откажите. А если считаете, что данный человек искренен по отношению к вам, тогда придерживайтесь правил, и это поможет вам сохранить свои положительные энергии и события при себе. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии напишите: «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Истинно да будет так». И Вселенная, друзья, приумножит эти блага. Друзья, кто спрашивал, как можно нас поддержать финансово, отблагодарить, это вы можете сделать, друзья, с помощью донатов. Ссылка в описании, друзья, к этому видео. Нажимайте, и любая сумма, которую вы посчитаете важной и нужной, нам, друзья, будет очень-очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.